Всем привет, с вами Виктор и вы на канале Под микроскопом. Сегодня у нас имбирь против микробов. В комментариях вы просили, а попробуй имбирь, он же все убивает. Ну что ж, проверим на деле, а не на слухах. Выживет ли хоть один микроб после встречи с имбирным соком? Или все закончится как после чайной церемонии? Спокойно и ароматно. И конечно, маленькое, но важное предупреждение. Все, что вы сейчас увидите, это просто домашний эксперимент под микроскопом, а не медицинская процедура. Я не врач, не биохимик и даже не травник. Я просто парень с микроскопом, который любит смотреть, как живет невидимый мир. И прошу вас, не лечитесь имбирем. Если у вас проблемы со здоровьем, идите к врачу, а не к корню имбиря, который лежит рядом с лимонами. Перед экспериментом давайте разберемся, кто он вообще такой, этот имбирь. На первый взгляд просто корешок, который похож на древнего пришельца, но внутри него целая химическая лаборатория. Там есть гингерол, который превращается в шагаол, который еще в 3 раза острее и активнее. Эфирные масла и куча других веществ, которые делают его острым, ароматным и слегка непредсказуемым. Люди веками считали, что имбирь убивает микробы, лечит простуду, чистит организм и даже сжигает жир. Звучит красиво, но на деле не все так просто. Имбирный сок действительно способен замедлить рост некоторых бактерий, например, кишечную палочку и золотистый стафилококк. Но если вы обольете ими всю бактерию, то есть в очень высокой концентрации, в чае или в супе концентрация слишком слабая, чтобы убить их. Миф про то, что имбирь убивает вирусы. Нет, не убивает. Максимум помогает вам почувствовать себя более бодрее. Потому что немного расширяет сосуды, улучшая кровоток и ускоряет обмен веществ. Из-за чего вам кажется, будто помогает. А еще имбирь часто называют жиросжигателем. На деле он просто делает чай вкуснее, а жир по-прежнему сжигает не он, а вы, если встанете с дивана. Но все-таки имбирь реально может быть природным антисептиком. Проверим, правда ли это под микроскопом. Вот у нас имбирь, чеснодавка, рюмочка и куча любопытства. Отрезаем кусочек, помещаем в давилку и выжимаем несколько капель чистого сока. Нам не нужно много, всего чуть-чуть, чтобы увидеть реакцию микробов. Вот он, концентрированный имбирный яд для микробов. Вот рюмочка с соком, пахнет просто освежающе и бодряще, даже немного расслабляет. И это, кстати, не шутка, запах имбиря действительно снижает уровень стресса, и об этом есть исследования по ароматерапии. Капаю каплю под микроскопом и видим, как мельчайшие частички имбиря хаотично мечутся в разные стороны. Это не микробы, это просто броуновское движение, когда молекулы воды бьют по частицам, заставляя их прыгать. Будто в баре включили диско и никто не хочет стоять на месте. Еще попадаются круглые шарики, возможно, это жир имбиря. Короче, микробов тут нет, только сок имбиря. Теперь переходим к микробам. Все живые, активные, плавают, веселятся. Вот одна инфузория и вдруг просто умирает на глазах, даже без имбиря. Видимо, испугалась эксперимента. Вторая тоже туда же, сдалась. Но остальные маленькие микробы живут. Система живая, движущаяся, все нормально. Добавляем каплю имбирного сока и начинается самое интересное. Сразу видно, как жидкость растекается, как маленькое цунами по микромиру. Микробы попадают под волну и, кажется, активность замирает. В местах, где сок прошел, тишина. А там, где его нет, все бурлит и живет. Получается, имбирь работает как карантин. Половину мира закрыл, а другую оставил в живых. Добавляю еще каплю, но с другой стороны. И снова то же самое. Возле куска какой-то органики микробы живы, а подальше будто выжженная земля. Похоже, имбирь действует неравномерно, как будто у него есть избирательное чувство справедливости. Пока непонятно, убил он микробов или просто остановил их движение. Чтобы разобраться окончательно, делаем ночной эксперимент. Оставим все на ночь. Беру каплю воды с микробами, добавляю прямо в рюмку с соком имбиря. Накрываю пленкой и оставляю спать.
А предметное стекло тоже оставляю рядом. Утром посмотрим, кто из них доживет до завтра. Утро доброе, но не для микробов. Смотрим на предметное стекло и сразу видим, что жизнь там изменилась. В этом месте видим мелкие точки. И как будто песок рассыпан, и что-то похожее на плесень начало расти. Реальная растущая гладкая плесень. Увеличиваем до 100 крат, и видно, как расходятся тонкие нити. При 400 крат становится красиво. Грибок расползается, будто щупальцы расставил под микроскопом. Но микробов нет, ни одного живого. Только плесень и пустота вокруг. А теперь рюмка. Сок потемнел. На дне осадок, сверху пленка. Берем каплю под микроскопом. Сначала тишина, ничего не видно. Но при 400 крат появляются живые микробы. Быстрые, активные, рядом плесень и загадочная пленка, похожа на клеточную структуру с ядрами. Что это, новая форма плесени или микробы мутировали за ночь? Я не знаю, но выглядит это, как будто имбирь дал им новую жизнь. Переходим на 2000-кратное увеличение. Добавляем иммерсионное масло, и что мы видим? Целый космос. Микробы кишат, плесень разрастается, видны странные кристаллы круглой формы. Пленка выглядит как будто живая, структура похожа на живые клетки, а внутри нее шарики, похожи на ядра клетки. То есть имбирь не просто убил часть микробов, он, возможно, создал новые формы жизни. Вот так и появляются легенды про имбирных мутантов. Получается, имбирь убил часть микробов, но часть адаптировалась и выжила, а плесень вообще расцвела. Это похоже на настоящий эволюционный отбор под микроскопом. Сильнейшие выжили, слабые ушли. Так что можно сказать, миф про убийственную силу имбиря наполовину правда. Имбирь может навредить микробам, но не всем и не всегда. Вот такой эксперимент, друзья. Имбирь оказался не убийцей, а скорее архитектором нового мира. Плесень разрослась, микробы выжили и, возможно, где-то там сейчас строят микроскопическую цивилизацию. А мы с вами получили кучу новых вопросов. Напишите в комментариях, в чем искупать микробов. Ваши идеи становятся следующими видео. А если вам интересно видеть, как выглядит невидимое, подпишитесь и нажмите на колокольчик. Это реально помогает развивать канал и снимать еще больше безумных экспериментов. С вами был Виктор и канал Под Микроскопом. Увидимся в следующем видео и помните, даже капля имбиря может скрывать целую вселенную. Пока-пока.